Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я предлагаю вам связать очередной узорчик. Смотрите, вот такая у меня будет пряжа. Она не слишком толстая, не слишком тоненькая. Крючок я сегодня возьму 3,5 миллиметра. Вот мой крючок. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, свой крючок, который вам советует производитель, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, все понятно, все доступно. Новички, кто не умеет работать со схемками, просто повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Давайте я наберу 7 раппортов и дополнительно 3 петельки вы увидите, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Все как всегда. Делаем петельку фиксации. Ее при наборе петелек не считаем. Я в итоге набираю, получается, 28 плюс 3, 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, по узорчику делаем одну воздушную петельку, отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Есть. Следующий по порядку петельку. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Есть. Это называется столбики без накида. И вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки и провязываем столбики без накида. Это совсем не сложно. Вы справитесь обязательно. Поэтому давайте я вас на этом этапе оставляю. Вы самостоятельно провязываете до конца ряда. Угу. Ну, видите, несложно. У вас получится. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наш ряд с нашими столбиками готов. Все ровненько, аккуратненько. Далее, смотрите, по узорчику 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку шагаем в следующий столбик. Вот наш следующий столбик. Нырнули в него и провязываем по 2 петельки столбик с накидом. Первые 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом. Шагаем дальше. Теперь в каждую, получается, столбик без накида предыдущего ряда мы должны провязать столбик с накидом. То есть вот такое вот совсем несложное начало у нас. Ничего сложного у вас обязательно получится. Вот так вот шагаете аккуратно, монотонно и провязывайте каждый столбик предыдущего ряда. У вас были столбики без накида, теперь столбики с накидом. Видите? Вот. Ничего сложного. Угу. Давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики с накидом. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы делаем накид. Помните, у нас здесь была петелька подъема, да, делали? И столбики без накида. Вот в последней, получается, вот эту петельку мы с вами ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Далее, смотрите, что мы делаем. Одну воздушную петельку, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида и считаем 1. Угу. Следующий по порядку столбик провязываем тоже столбиком без накида 2. Следующий по порядку столбик провязываем столбик без накида 3. А вот здесь будьте внимательны. Смотрите, что мы с вами делаем. Мы с вами сделаем 2 накида. Теперь смотрите. Вот получается, мы должны будем провязывать вот этот третий столбик, а начинаем как бы отсчитывать от него. 1, 2, 3. Назад. Поняли? Назад считаем. И опускаемся крючком не в столбик, который был с накидом, да, а столбик без накида, самый-самый первый ряд. Смотрите. Вот к нему опускаемся, захватываем вот таким вот образом столбик. Видите? Получается у нас столбик перед крючком. Берем рабочую ниточку. Вытягиваем и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот, у нас получается столбик с 2 накидами. Поняли принцип? Вот. Но какая особенность? Мы до конца сами не провяжем, а вот так вот оставим 2 петельки.
Угу. Чтобы вы совсем не запутались. Вот 2 петельки. Дальше смотрите. 2 накида. Теперь вот наш очередной как бы столбик, да, получается. Мы от него просчитаем 1, 2 к третьему столбику. Опускаемся опять вниз. Вот таким вот образом захватываем столбик без накида, самый первый ряд. Точно так же вытягиваем ниточку. И опять же провязываем 2 петельки, как бы тоже столбик с 2 накидами, но не до конца. Видите, теперь у нас осталось 3 петельки. И вот теперь мы все 3 петельки провязываем вместе. И у нас с вами сформировалась вот такая вот интересная как бы рогаточка. Вот видите, она смотрит вниз. Вот такой вот объемный узорчик. Идем дальше. Вот получается наш столбик, который мы должны были провязывать. Вот он получается. Мы его не провязываем, оставляем. Идем дальше по порядку со следующего столбика. Столбик пропустили. Дальше провязываем столбик без накида. 1. Следующий столбик без накида 2. И следующий столбик без накида 3. Есть. Видите? Вот что у нас по итогу получилось. Теперь точно такую же рогаточку вниз с вами повторяем. Итак, 2 накида. Вначале мы возвращаемся вот к этому же столбику, где у нас был столбик с 2 накидами, поняли? Опускаемся на 2 ряда вниз, там, где был столбик наш без накида первого ряда. Вытянули вот так ниточку. Провязали 2 петельки, не до конца. Опять оставляем 2 петельки, понятно? Теперь, как ориентир, 2 накида. И вот получается следующий наш столбик. 1, 2, 3. Вот к этому столбику мы нырнули, к первому ряду. И точно так же провязали 2 петельки. Все, 3 петельки на крючке. Теперь 3 петельки вместе. Оп, понятно? Вот, еще одна такая же у нас получилась, такой вот, ну, как бы зигзаг получается, видите? Точно так же. Вот наша следующая получается столбик, который был. Вот мы его пропускаем и начинаем провязывать. Столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Угу. И такая задача у вас так вот вязать до конца ряда. Давайте еще раз. 1, 2, нырнули к тому же столбику, который мы уже провязывали. Здесь без особенностей. 2 петельки, 2 петельки. 1, 2. Вот получается 1, 2, 3. К третьему столбику нырнули вниз и точно так же провязали 2 петельки, 2 петельки и провязали все вместе. Угу. Вот наш зигзаг растет. Опять же, за, получается, нашим зигзагом столбик пропускаем. Вот следующий, который мы его пропускаем. И провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Понятно? И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Надеюсь, понятно, несложно, у вас обязательно получится. Давайте в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Вот такой объем, вот такой зигзаг. С одной стороны, да, вот наша изнаночка. Вот, как мы заканчиваем наш ряд. Когда мы провязали последние наши столбики с общей верхушкой, здесь у нас 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. И вот у нас здесь были, помните, 3 петельки подъема. Аккуратно в третью петельку нырнули, берем ее поудобнее и в нее провязываем 3 столбик без накида. На этом наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И по порядку в каждый столбик предыдущего ряда мы с вами провязываем столбик с накидом. Ну, вы, конечно, можете сами себя контролировать, считать, да, что вы по итогу провязываете. Вот. И так вот до конца ряда. По итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько у вас было в первом ряду. Поняли, да? То есть, если у меня 31 столбик был, 31 воздушная петелька, 31 столбик, значит, и сейчас должен быть 31 столбик, что я нигде ничего не провязала, ни лишнего, нигде ни одну петельку не потеряла. Поняли, да? Все. И вот так вот провязываем столбики с накидом до конца ряда. Совсем не сложно. Вы справитесь, а в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики с накидом. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Ничего сложного. Накид. И вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него ныряем и провязываем столбик с накидом. Все. Вот. Дальше. Воздушная петелька. Поворот.
И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Теперь смотрите, делаем 2 накида сразу же. И наша с вами задача, вот наш столбик, 1, 2, 3. Вот третий столбик. Но мы опять опускаемся еще на ряд ниже и захватываем вот эти вот наши столбики, вот с общей верхушкой, помните, провязывали? Вот таким вот образом их захватываем, вытягиваем рабочую ниточку и начинаем провязывать 2 петельки, 2 петельки. Здесь провязываем до конца 2 петельки, столбик с 2 накидами вот таким вот образом. Угу. Дальше что мы делаем? Мы пропускаем вот следующий столбик. Так, вот. Мы его пропускаем и провязываем опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Есть. Теперь опять, смотрите, делаем 2 накида. Возвращаемся вот к нашим столбикам с общей верхушкой. Точно так же захватываем столбики сзади наперед. Столбики у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем, смотрите как. 2 петельки, стоп. Дальше мы не провязываем, держим на крючке. Опять делаем 2 накида. Отсчитываем от нашего вот этого столбика 1, 2, 3. Так? И здесь у нас получается вот опускаемся вниз, а у нас здесь уже наши столбики. Все, значит, правильно мы с вами провязали. Захватываем наши столбики и точно так же провязываем, получается, рельефный лицевой столбик с 2 накидами, но не до конца. Опять 3 петельки на крючке и только потом провязываем их вместе. Видите, что у нас получается? Теперь как бы вот такой вот у нас ромбик начинает образовываться. Точно так же за ним столбик, который идет, мы его не провязываем. Следующие 3 столбика провязываем столбиками без накида. 1, 2, 3. То есть по итогу мы с вами провязываем точно такой же ряд вот зигзагом, да? Просто у нас он теперь смещен в шахматном порядке. А так все то же самое. Поняли, да? Опять 2 накида. Здесь попроще, да, уже будет. Мы возвращаемся к нашим столбикам. Захватываем их сзади наперед, столбики перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки. 2 петельки, стоп, держим на крючке. 2 накида. И вот переключаемся к нашим следующим столбикам. И точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами не до конца. Теперь все 3 петельки вместе. Оп, есть. Видите? Вот такая красота начинает появляться. Точно так же столбик за нашими столбиками мы не провязываем. Следующие 3 столбика, столбики без накида. 1, 2, 3. Угу. Я думаю, что ничего сложного. Тут вообще легкотня. Просто захватывайтесь вот за эти вот столбики, которые мы провязывали в предыдущем ряду. Все, а так все то же самое. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд практически до конца. Красота, красота. Так, и как мы заканчиваем, получается, наш ряд. Вот, провязали последние 3 столбика без накида. Теперь делаем 2 накида. Возвращаемся к нашим столбикам. Так, захватываем сзади наперед и протягиваем ниточку. Провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами полностью в этот раз. Столбик, который идет следующий, мы пропускаем. И вот у нас были 3 петельки подъема. В 3-ю петельку подъема провязываем столбик без накида. Все, вот наш ряд закончен. Вот такая красота. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И точно так же шагаем обратно в каждый столбик без накида предыдущего ряда. И провязываем столбик с накидом. Этот ряд вообще не сложный. Его можно взять с закрытыми глазами. И все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Понятно? Все. Я вас оставляю. Вы самостоятельно провяжете до конца ряда. В конце ряда опять с вами встретимся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики с накидом. Опять все ровненько, аккуратненько. Точно так же мы заканчиваем последний наш столбик. Вот за столбик без накида предыдущего ряда столбик с накидом. Все. Все ровненько, аккуратненько. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же провязываем столбик без накида 1. Дальше считаем следующий столбик без накида 2. Следующий столбик без накида 3. Есть. И теперь все то же самое, что мы с вами провязывали вот в нашем первом зигзаге. 2 накида.
вот мы опускаемся к рельефному столбику с 2 накидами. Есть. Захватываем этот столбик и провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. Опять держим на крючке. 2 накида. Переключаемся к следующим нашим столбикам. Точно так же их захватываем, как мы с вами уже делали. И точно так же провязываем по 2 петельки стоп. И вот когда 3 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. Видите? Ромбики наши растут. Точно так же, который идет столбик, следующий мы пропускаем и начинаем провязывать 3 столбика без накида. 1, следующий, 2, 3. Опять 2 накида. Провязываем наш рельефный лицевой столбик с 2 накидами, но не до конца. 2 петельки, стоп. 2 накида. Переключаемся к следующим рельефным столбикам. И точно так же их провязываем не до конца. Теперь 3 петельки вместе. Поняли, да? То есть сам по себе раппорт узорчика представляет 2 ряда. В одном вы вяжете рельефные столбики, в другом вы возвращаетесь просто столбиками с накидом. А потом вы, получается, просто смещаете в шахматном порядке и провязываете то же самое. Рельефные столбики, столбики без накида. Опять вернулись рельефные столбики. Столбики, получается, с накидом идут в обратном ряду. Понятно? Схемка перед вами. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Вот такой вот рельеф с одной стороны. Эта сторона у нас будет лицевая, потому что на изнаночной стороне все ровненько. Оно, конечно, все аккуратно, не страшно показать, да? Не страшно, не стыдно, но узорчик односторонний. Смотрите, какая прелесть. Как вам? Вот такой вот несложный, но очень интересный узор. Вы можете сочетать цвета, то есть вы можете несколько ромбиков одним цветом сделать, потом другим, третьим и так далее. У меня часто всего как бы хорошо получается данным узорчиком пледы, но также в планах кардиган, поэтому будьте на канале, возможно, мы с вами вместе свяжем кардиган. Вот такая красота. Кофточки, наволочки ли. Возможно, вы будете вязать из зимней пряжи, из демисезонной, из летней. В моем случае это зимняя пряжа, но она, конечно, детская, акрил. Но смотрите, как все-таки смотрится здорово, да? Вот такая красота. Снуд ли, шарфик ли захотите сделать, обязательно все получится. Из моих ниточек тянется вот таким вот образом. Из ваших может тянуться больше, может тянуться меньше. Поэтому обязательно пробуйте, вяжите образцы своей рукой, своей пряжей, своим крючком. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала, получается, 31 воздушную петельку моим крючком, моей пряжей, моей плотностью вязания. У меня получается 19 с хвостиком сантиметров. И здесь получается каждый вот этот зигзаг, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, это у нас получается, 10,5 сантиметров. Да, узорчик плотный, узорчик очень симпатичный, очень аккуратный и несложный, согласитесь, да? Узорчик не новый, возможно, вы ему что-то вязали, поэтому пишите в комментариях, что вязали, что у вас получилось, какой пряжей. Мы будем читать и вдохновляться. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. И не забывайте писать комментарии, они помогают в продвижению моего канала. Заранее спасибо всем большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.